Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. На биткоине начал образовываться неплохой сетап для открытия позиции. Давайте посмотрим, что происходит на крипторынке, и в конце видеоролика покажу более подробную ситуацию на биткоине и расскажу, что я конкретно буду делать в этом случае. После вчерашнего пролива крипторынок показывает такой же, но рост. Стоит отметить, что в топе по объему торгов за 24 часа появилась монета Terra Luna. Давайте посмотрим ее график. Когда мы его смотрели в прошлый раз, мы находились в зоне потенциального завершения коррекционного движения. Оставил я здесь рисунок, обозначающий то, что нужно дожидаться заходного импульса, брать на его откате, и это будет неплохим входом в лонг. На данный момент мы видим, что заходной импульс здесь образован. Сформировали 3 волны в рамках коррекционного движения, и сейчас, судя по всему, развиваем третью волну наверх. Вот она, расчетная зона для этой третьей волны, находится на уровне 70. Также здесь располагается и уровень поддержки и сопротивления. В общем, в этой зоне можно будет ожидать разворот на коррекцию в 4-й волне и затем рост в 5-й. По данной монете здесь в приоритете рост. Давайте посмотрим, какие монеты больше всего растут. Кстати, Terra Luna на 2-м месте по росту. За 24 часа отстает совсем немного, на 0,2%. На 1-м месте Anchor Protocol. Наибольшее падение показывает монета PEX Dollar, минус 0,4%. В лидерах падения практически одни стейблкоины. Если же смотреть биткоин, то февраль у нас практически вышел в ноль. На данный момент сейчас всего лишь минус 0,36% за весь месяц. Есть у нас шанс показать положительный баланс за февраль, как это было на истории чаще всего. И на сегодняшний день биткоин набирает лонги, плюс 3% за 24 часа, шорты сократились минус 6,8%. Ну и на динамике видим, что лонги продолжают у нас набираться, а шорты вчера неплохо ликвиднуло, и они пошли вниз. Вот они, эти ликвидации, почти 80 тысяч трейдеров ликвидировано за последние сутки. Конечно же, большинство из них шортисты, 64,11%, и всего забрали 395 миллионов долларов. Видим, что накануне выносили в обе стороны. Сначала ограбили лонгистов, затем шортистов, но все-таки больше всего отняли денег именно у последних. Вот так выглядят эти ликвидации. Что по лонгам у нас перебили максимум по количеству отъемных денег, но все-таки шортистов грабить выгодней. Вот так выглядят ликвидации за последнее время именно шортовых позиций. Показали максимум не только за этот год, но и за декабрь прошлого. Настроение трейдеров немного улучшилось, индекс страха и жадности сегодня равен 27, вчера была цифра 23, поменяли зону, теперь это просто страх, вчера был экстремальный страх. Сентимент пользователей Твиттера продолжает идти вниз. На данный момент небольшая остановка, небольшая передышка на возврате цены наверх. Но если посмотреть, как снизились настроения на падении и как они потом восстановились, то заметно, что напугали намного больше, чем потом появилось позитива. Это, конечно же, плюс для разворота и для роста. Bitcoin Rainbow Price Chart вернулся в следующую зону. Вчера это была аккумуляция, сегодня снова дешевый биткоин. На данный момент торгуемся прямо на грани этого индикатора. Вот здесь у нас еще одна грань, расширенный сигнал NVT. Вот так он выглядит. Если смотреть всю историю, находимся в самом низу, где обозначено дно, предположительно локальное. Недавно мы были внизу, потом выскочили, на падение вернулись и сейчас вновь показываем сигнал на дальнейший рост. Пересекли сигнальную линию снизу вверх. Grayscale за 24 часа ничего не покупали, одни распродажи. Большинство монет как за сутки, так за 7 дней и за 30 дней находятся в минусе. А вот эти монеты больше всего обсуждают в Твиттере. Самые популярные монеты из Твиттера. Эфириум на 1-м месте, на 2-м месте Solana, на 3-м Shiba Inu. Давайте глянем график Solana. Недавно мы его смотрели, но почему началось сильное обсуждение? Во-первых, мы скорректировались достаточно сильно, пробили даже зону, оптимальную для завершения коррекции. Находимся вблизи пика волны 1 предполагаемый. И вот что у нас сейчас здесь примечательно. Показали движение очень похоже на заходной импульс на больших объемах с бычьей дивергенцией. При этом дивергенция не только на 4 часах, но и на дневке. А объем здесь гораздо выше, чем был ранее. То есть дивергенция есть даже и на объемах. Это очень хороший показатель. Поэтому с учетом всех рисков и факторов, которые мы видим на графике, я бы здесь даже расставил лимитники на покупку. Стоп за основание данного импульса, и цели у нас по данной монете намного выше. Если отмечать какие-то зоны, то они прежние, это предыдущий максимум предполагаемой волны 3, и вот эта зона на уровне 169 долларов за одну Солану, это уровень, если мы будем усложнять и
продлевать коррекцию дальше. Это расчетная зона для такого случая. Но опять-таки, тот, кто смотрит канал, знает, я выхожу обычно не по тейк-профиту, а по трейлинг-стопу. То есть цена пойдет наверх, я буду стоп пододвигать и при резком развороте зафиксирую не максимальную, но уверенную и надежную прибыль. На данный момент план по Solana вот такой. На коррекции данного импульса заходить в лонг, стоп за основание, и далее по движению уже будем рассчитывать, какой профит здесь получится забрать. Кстати говоря, Solana у нас находится минус 66% от своего максимума. Не самый большой показатель, но достаточно такой неплохой, средний. Дальше всего от своего максимума из топ-20 криптовалют это Bitcoin Cash. Ближе всего монета Leo. Она в последнее время неплохо так росла. Плюс ко всем событиям, которые происходят сейчас в мире, у нас сегодня и последняя пятница февраля, 25 число, а значит экспирация фьючерсов. Как обычно, волатильность может быть повышена. Посмотрим несколько интересных новостей из последних. Регулирование криптовалют – это шаг к минимизации внешних финансовых рисков. Об этом заявляет крупнейший российский бизнес. Они просят власти не тянуть с введением регулирования в сфере криптовалют. А все потому, что усиливается санкционное давление на традиционных финансовых рынках. Сообщается, что решение по финансовым активам, в частности криптовалютам, уже принято. Теперь надо достаточно быстро ввести определенные налоговые режимы, которые создадут даже не стимулы, а снимут некоторые дискриминационные, по сути дела, условия функционирования этих активов по сравнению с другими видами финансовых активов. В общем, крупный бизнес просит побыстрее легализовать криптовалюты для того, чтобы они им помогали обходить санкции. Стоит отметить, что Минфин и Центробанк направили на рассмотрение свои версии законов. Думаю, что Центробанк, конечно же, не получит всего одобрения, потому что они хотят жестко все запрещать, а вот Минфин вполне может согласовать свои предложения и свою версию законопроекта. И вот, кстати, даже New York Times сообщает, что Россия легализует криптовалюту для обхода санкций США. Потому что, как они считают, если этого не сделать, им просто не пережить эти санкции. Когда в 2014 году Соединенные Штаты запретили американцам вести дела с российскими банками, нефтегазовыми и другими компаниями, после вторжения в Крым удар по экономике России был быстрым и сокрушительным. По оценкам экономистов, санкции, введенные западными странами, обходятся России в 50 миллиардов долларов ежегодно. С тех пор глобальный рынок криптовалют и других цифровых активов резко вырос. Это плохие новости для силовиков и хорошие новости для России. Очень странная фраза, потому что у нас достаточно много силовиков в России. Бывший федеральный прокурор США Майкл Паркер считает, что власти и бизнес давно уже знали и понимали, что против них будут введены достаточно серьезные санкции, поэтому глупо было бы полагать, что они не готовились. У России было много времени, чтобы подумать о последствиях. Было бы наивно думать, что они не разыграли именно этот сценарий. Имеется в виду вариант обхода санкций и каких-то платежей через криптовалютные компании. FlexPool прекращает работу с пользователями из России. Крупнейший майнинговый пул эфириума объявил о прекращении работы с пользователями с российскими IP-адресами. Связано это с военной операцией российских войск в Донбассе. Именно так официально называется война в Украине. Они принесли, конечно же, извинения перед теми майнерами, которые не поддерживают политику властей России, и подчеркнули, что не хотят даже косвенно получать прибыль от военных действий или финансировать эти операции. Поэтому руководство пула приняло решение полностью прекратить работу с майнерами с российскими IP-адресами. Деньги они у них не отбирают, они им все выплатят как положено, но работать продолжать не будут. Многие из вас не поддерживают эту войну, но все же вы поддерживаете свою нацию. Без людей Россия не смогла бы так действовать. Снижая экономическую мощь граждан России, мы стараемся повлиять на войну. Благодарим за лояльность и не думайте, что это было простое решение. Если ситуация разрешится мирным путем, мы с радостью возобновим работу с пользователями из России. Именно это FlexPool написали в своем заявлении. И вот еще одно последствие от вторжения в Украину. Хакеры Anonymous объявили кибервойну против правительства России. Сегодня они начали свои действия. Первым под раздачу попал сайт Russia Today. Они устроили DDoS-атаку, и как результат сайт российского телеканала не работает. Давайте посмотрим, что у нас на биткоине происходит. Есть у нас неплохой сетап. Вот этот вот заходной импульс, который я всегда жду для подтверждения разворота. Если глобально смотреть, треугольник у нас в силе по биткоину, волна С у нас не пробита, поэтому вот этот зигзаг, откат с зигзагом и еще один зигзаг вверх, по-прежнему этот сценарий в силе. На самом деле я уже купил биткоин, расставил здесь лимитники, выставил стоп вот сюда за основание. Но давайте все-таки для истории здесь я оставлю отметку, чтобы потом
наглядно было видно, как все это дело отыграло. Первая цель, конечно же, предыдущий пик. Вот эти зоны уже не актуальны, потому что у нас слой здесь поменялся. Но в любом случае я буду выходить через трейлинг стоп, поэтому здесь особо роли не играет. Вход здесь лимитниками, и стоп я поставил более консервативный. Стоп я поставил не за этот лой, а вот сюда, вот за этот. На уровень около 32 900. Если посмотреть совсем вблизи, на 15 минутках, здесь видим, что движение похоже на незавершенный импульс. 1, 2, 3. Треугольник в четвертой волне, и еще нам предстоит вполне возможно волна 5, после чего откат покрупнее, без пробития лоя на уровне 34 200 и движение наверх. На мелком таймфрейме пока выглядит все достаточно красиво. При этом за рост у нас говорит увеличение объемов, лонговая дивергенция на индикаторе, структура вот этого импульса, как выглядит вот эта свеча, например, и много всего еще другого. В том числе, например, зона, откуда мы все-таки разворачиваемся. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачной торговли и счастливо!